Южноамериканские Анды – это удивительное место. Настоящая колыбель дикой природы. Здесь в горных районах сохранились уникальные представители флоры и фауны. Распространенные миллионы лет назад по Земле практически повсеместно, сегодня можно увидеть исключительно в Андах. Здесь, среди безжизненных скал, ледяных ветров и сурового высокогорья, обитает существо, о существовании которого ученые долгое время вообще не догадывались. Знакомьтесь, андская кошка, пожалуй, самый скрытный, неуловимый и загадочный призрак мировой фауны. Андская кошка – это эндемичный обитатель андского высокогорья. Она нигде больше не обитает и, вероятно, никогда и не обитала. Благодаря труднодоступности естественного ареала андской кошки, над ней все время висела пелена таинственности и загадочности. Вплоть до 2000 года все встречи человека с этим диким котом можно было пересчитать на пальцах рук. В 2000-м в ходе биологической исследовательской миссии по Андам удалось немного понаблюдать за несколькими особями, в результате чего было сделано более-менее подробное описание вида, изучены некоторые повадки и образ жизни, а также впервые удалось снять андского хищника на видеопленку. Ученые годами бродили по горам с фотоаппаратами, рискуя заработать горную болезнь, пока андские кошки, скорее всего, сидели на соседней скале и молча наблюдали за этими странными двуногими. Да, этот зверь возвел конспирацию в абсолютный культ. Внешне андская кошка – это идеальная комбо из домашнего дымчатого кота и снежного барса. Весит она всего около 4-5 килограммов, но природа наградила ее такой роскошной густой длинной шерстью, что визуально кошка кажется массивной. Этот камуфляж безупречно сливается с серыми андскими валунами, превращая кошку в невидимку. И главное конструкторское решение у андской кошки – это хвост. Он невероятно длинный, толстый и пушистый, составляющий почти 70% от длины всего тела. На нем красуются широкие темные кольца. Зачем небольшой кошечке такой гигантский хвост? Во-первых, это идеальное одеяло. Высоко в горах ночью температура падает далеко за ноль. Андская кошка сворачивается в клубок и укрывает им свой нос и лапы, сохраняя драгоценное тепло. Во-вторых, хвост работает как высокотехнологичный балансир. Андская кошка охотится на отвесных скалах, где один неверный шаг означает полет в пропасть. Когда кошка совершает резкие прыжки по вертикальным кручам, ее хвост вращается в воздухе, моментально корректируя положение тела. Это позволяет ей совершать безумные пируэты на высоте 4000 метров над уровнем моря, с грацией балерины. Однако холод – это не единственная причина иметь суровый характер для этой киски. На голых скалах почти нечего есть и пить. Из напитков суровые анды предлагают лишь ледяную воду тающих снегов. С едой тут тоже не густо. Конечно, время от времени можно разорить гнездо, но основа рациона этой загадочной кошки – горные вискаши. Вискаша – это забавный грызун, который выглядит так, будто шиншилла закрутила роман с кроликом. Они живут колониями среди скалистых осыпей, и андская кошка буквально привязана к этим колониям. Нет вискаш – нет андской кошки. Проблема в том, что вискаша тоже не промах. Она прекрасно знает местность, молниеносно прыгает по скалам и при малейшей опасности издает пронзительный свист, заставляя всю колонию исчезнуть под камнями за долю секунды. Поэтому андской кошке приходится часами выслеживать добычу, превращаясь в неподвижный кусок гранита, а затем устраивать спринтерские забеги по вертикальным стенам. Если охота сорвалась, кошке приходится довольствоваться редкими ящерицами, насекомыми или птицами. Андская кошка ведет ночной образ жизни. В охоте она ориентируется на слух. Он у андской кошки очень тонкий, благодаря особому строению ушей. Поэтому потенциальную еду, как и опасность, она услышит за версту. За каждой кошкой закреплена собственная охотничья территория, откуда чужаков выпроваживают с боем. И так с едой туго. Единственное, что греет одинокое сердечко сурового мини-тигра, это густая шерсть, защищающая от пронизывающего ветра. Это кимоно на южноамериканский лад. Вы думаете, неужели кошка живет прямо-таки одна? А как же брачный период? А как же потомство? Видите ли, киса эта настолько скрытная, что даже среди пустых скал ученые до сих пор не могут ее найти и как следует изучить. И брачный период зоологам изучить так
так и не удалось. Котят видели в горах с апреля по октябрь. На сегодняшний день это единственные сведения о личной жизни анской киски. В отличие от многих других кошачьих, которые любят метить огромные территории и шумно заявлять о себе в брачный период, анская кошка предпочитает абсолютное одиночество. Плотность их расселения ничтожно мала. На площади в 100 квадратных километрах могут жить всего несколько особей, которые делают все возможное, чтобы никогда не встречаться друг с другом без крайней необходимости. Даже ученые до сих пор до конца не понимают, как именно они находят себе пару на таких просторах, учитывая, что кричать на всю гору в разреженном воздухе – так себе идея для энергосбережения. Скорее всего, они полагаются на тончайшие запаховые метки на камнях. Самое печальное, что такая изоляция и привязанность к вискашам поставили анскую кошку на грань выживания. Сегодня этот вид официально признан самым уязвимым и редким среди всех диких кошек Нового Света. По самым оптимистичным оценкам, во всех Андах на территории Перу, Боливийского высокогорья, Чили и Аргентины осталось не более 2000 особей. Видимо, свое удручающее положение понимает и сама Мурка, поэтому ее мордаха счастливой от этого не становится. Изучать анскую кошку – это верх исследовательского мазохизма. Чтобы просто поставить фотоловушку в месте ее предполагаемого обитания, зоологам приходится тащить на себе килограммы оборудования по каменистым тропам, спать в палатках при штормовом ветре и уповать на удачу. А потом, проверяя флешку через полгода, обнаружить там тысячи кадров с прыгающими вискашами, пролетающими кондорами и всего один смазанный пушистый хвост, промелькнувший в углу экрана ночью. Но именно эта таинственность и делает анскую кошку такой притягательной. Она доказала, что даже в 21 веке, когда со спутников можно рассмотреть номер машины на другом конце планеты, у природы остаются секреты, надежно спрятанные среди ледяных вершин. Для тех, кто долгое время с нами и кто хочет поддержать развитие наших каналов, может перейти на платформу Boosty по ссылкам в описании. Там доступны все видео с каналов Планета Земля и ЗУ, без рекламы и замедления. Спасибо, что любите природу вместе с нами. До скорых встреч!